Такая красивая яичница не задерживается на обеденном столе. Привет, друзья! Готовим сегодня яркую, красивую яичницу в мультиварке. 4 крупных куриных яйца по одному взбиваю сначала в маленькую пиалу и, убедившись в качественности, переливаю в большую пиалу. В предыдущих своих роликах я уже говорил об этой предосторожности при работе с яйцами. Потом солю по вкусу и немного перчу свежемолотой смесью 5 перцев. Обычной вилкой взбиваю яйца и пока откладываю в сторону. Теперь 2 куска ароматной домашней колбасы нарезаю колечками толщиной не больше 1 см. Кстати, кто еще не подписан на мой канал, подписывайтесь, чтобы не пропустить интересные рецепты и полезные советы от кулинара-любителя. Колбасу пока тоже откладываю в сторону в отдельной тарелке. Половинку средней луковицы нарезаю полукольцами не очень толсто, но и не тонко. Теперь начинаю собирать яичницу. 30 граммов сливочного масла кладу на дно чашки мультиварки, а саму мультиварку включаю в режиме выпечки пока ориентировочно минут на 20. Потом добавлю время, если понадобится. Когда масло полностью растопится, на дне чашки отправляю к нему полукольца лука. Размешиваю и даю ему немного припуститься и отдать свой вкус и сок в масло. К этому времени чашка мультиварки уже достаточно хорошо разогрелась. Сильно поджаривать лук не буду, он размягчился и этого хватает. Теперь самое время добавить колбаску, размешать ее и уже под закрытой крышкой дать ей хорошенько пропариться и обменяться вкусами с маслом и луком. Далее мне понадобился один небольшой помидор, не переспелый. Я его нарезаю небольшими кубиками и пока откладываю в сторону. За процессом в самой мультиварке надо хотя бы разок посмотреть и перемешать содержимое деревянной лопаткой, потому что антипригарное покрытие не любит контакт с металлическими приборами. Несмотря на то, что репчатый лук уже присутствует в блюде, я для красоты нарезаю еще несколько стручков зеленого лука, а вместе с ним и несколько веточек петрушки. Зелень по вкусу можно любую добавлять. Взбитые с солью и перцем яйца отправляю в чашу мультиварки, равномерно заливая ими уже поджарившееся содержимое. Я решил на свой вкус еще немного поперчить яичницу, но можно этого и не делать, если кто не любит. Чтобы все оставшиеся ингредиенты готовились, провалившись в жидкое яйцо, я их добавляю тоже. А именно стручковый лук с петрушкой и нарезанный кубиком помидор. Стараясь распределить все это равномерно, можно помочь себе лопаткой. Для полной готовности я добавил мультиварки еще 15 минут, потому что характер своей мультиварки я знаю. По истечении времени прибор сам отключился, теперь можно опять же деревянной лопаткой разделить яичницу прямо в чаше на порции и разложить по тарелкам. Я делю на 4 части, получается неплохая порция для взрослого человека. Благодаря разноцветным ингредиентам яичница получилась не просто вкусной, но и красивой, а из-за того, что она большую часть времени готовилась под закрытой крышкой, она не растеряла свой аромат. Такую витаминизированную яичницу, уверен, и дети станут есть с удовольствием из-за ее красоты. Только для детей количество перца надо уменьшить до минимума, исключать совсем перец не советую, пусть дети к нему тоже привыкают. Ну что ж, друзья,
Надеюсь, вам понравился этот рецепт. Готовьте вместе со мной. А для этого подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, ставьте лайки. Для меня это важно. И еще важно, когда вы оставляете внизу комментарии и делитесь ссылкой на мои ролики со своими друзьями в социальных сетях и мессенджерах. До новых встреч!